Здравствуйте! Сегодня по просьбе подписчиков моего канала и некоторых моих друзей я вам расскажу, как я делаю маникюр в домашних условиях. Вот я вам покажу, как я обрабатываю. Красить уже я не буду, потому как я решила дать ногтям немного отдохнуть, день-два. Вот у меня было покрашено. Ходила на торжество, поэтому такой лак у меня здесь. Вот это обработала. Вот, расскажу, чем я пользуюсь, как я пользуюсь. Значит, порядок процедур, которые я делаю, вы на него не ориентируетесь, можете делать по-своему, как вам понравится, как вам удобнее. Может, что-то вы из этого возьмете, из моего видеоурока, может быть, вам вообще ничего не понравится, у вас своя метода, дело ваше. Но, как я уже сказала, меня попросили рассказать, и я просто решила поделиться. Ну, для начала я что делаю? Вот у меня есть уже нарезанные ватные диски. Я полностью их не трачу. На чем можно сэкономить, я экономлю. Вот так нарезаю. И складываю в пакетик. И потом пользуюсь. Значит, если у кого на ногтях лак, его, конечно, следует снять. Я пользуюсь вот такой жидкостью для снятия лака. И укладываю вот широкой стороной вниз. И потом прищепкой так зажимаю. И пока у меня лак растворяется, я что делаю? Чтобы не скучать, беру книгу и читаю, на которую бы у меня не было бы времени или желания, есть такие книги. Ну, эту книгу можно, конечно, хорошо и быстро прочитать. Алишер Наваи. Вот, можно читать такую книгу. Можно взять, вот у меня первая третьяковка. Тут вообще можно читать многое, узнавать все, по картинкам смотреть и читать. Ну, это мои книги. Вы можете выбрать любые свои. Можете взять журнал, можете взять кроссворд, потому что вам еще пригодится для того, чтобы ногти замачивать. По истечении времени снимаем прищепки и ватный диск просто сдвигаем. Вот, остатки так снимаем. Почему нельзя размазывать? Потому что лак бывает разный и уйдет на палец. Так, снимаем. Все. Значит, то же самое вы проделываете с ногтями на другой руке. Ну, я уже не буду это показывать. Вот у меня есть такой препарат фирмы Эвелин. Это экспресс-удалитель кутикул. По швейцарской технологии.
Значит, прежде чем им пользоваться, обязательно его стряхните, потому что он может застояться там. Если вам нужно, допустим, подточить ногти, вот у меня алмазная пилочка. Я пользуюсь только ей. У меня были, значит, вот такие деревянные. Сейчас уже муж им пользуется, ею пользуется. Вот такие мне дарили наборы. Это все ерунда. Они слоят ногти. Эта пилочка, она запечатывает и не махрит ноготь. Если у вас где-то, допустим, вот отслоился или еще что, затачивать нужно в одном направлении, выравнивать. Вот так. Не так, а именно, причем сверху вниз. Вот. Дальше. Значит, встряхнули эту штуку. Экспресс-удалитель. Можно, конечно, у кого нет, бывают они разные, удалители кутикул, размягчители. Можно сделать ванночку, налить шампунь или обычное туалетное мыло и морскую соль сюда. Причем на нем написано: нанесите препарат на чистую поверхность валика кутикулы. Через 30 секунд аккуратно отодвиньте, отделите размягченную часть. Значит, не использовать чаще 2 раз в неделю, не оставлять на коже более 3 минут. Почему более 3 минут нельзя? Потому что он засыхает. И вот сюда аккуратно наносим. Теперь берем палочку и обрабатываем. У кого-то есть пластмассовые, вот у меня деревянные, абрикосовые. И просто все отодвигаем. Уже все размягчилось. Сильно не давите, потому что здесь ноготь еще слабенький, молодой, еще не загрубевший. Если где-то не получается, не размочилось еще, значит, намажьте вот таким образом еще раз. Значит, не щипцами, ни маникюрными ножницами валик не обрезайте, потому что он защищает ноготь. Он тут молодой еще, защищает его. Все, и так вот отодвигаем. Я ногтевой валик этот никогда не обрезаю.
Вот отодвинула. Если где-то что-то не очень нравится другой стороной, можно подчистить. Я, конечно, не претендую на мастер-класс, я не маникюрша, но я вам рассказываю просто, как делаю дома я. Я в салоны маникюрные не хожу. Все, и так обрабатываем все ногти. После того, как обработали ногти, берем какую-нибудь емкость. Вот у меня есть для покраски волос. И где-то примерно с чайную ложку, у кого вот есть такие наборы, значит, вот я 5 пользуюсь. Вот 5. Беру морскую соль, покупаю в магазине. Морскую соль беру. Я ее пересыпала в банку, чтобы лучше хранилась. Удобная емкость. И вот 1 ложку насыпаю. Затем беру, вот есть масло для маникюра и педикюра с витаминами. Причем оно очень дешевое. В фикс-прайсе брала. Тоже экономия. Есть масла, которые продаются в аптеках. Они там разные есть. Ну и в магазине. И вот эти шарики, они растворяются в воде. Они желейные. И вот здесь витамины. Пару шариков. И наливаем теплую воду, чтобы руку можно было опустить. Ну вот. Теперь руку опускаем сюда. Замачиваем. А чтобы не скучать, читаем книгу. Или разгадываем кроссворд. Вот шарики растворяются, они желейные. Вот уже масло появилось. Вот выдавливаются они. И сама оболочка растворяется. Так что это и укрепление, и питание для ногтей. Сидим, читаем. Ну вот, 1 руку мы немного обработали. Можно вытереть. Вот эти витамины все растворились. Вон они там, оболочки еще плавают чуть-чуть. Так, дальше что я делаю? Дальше можно посмотреть по поводу заусенцев. Вот если есть заусенцы, то их обрезать. Видите, ногтевой валик очень ровный. Вот здесь можно подрезать. Обычно здесь кожа такая. Ну, вроде пока так нормально. Так, дальше что делаем? Я, по крайней мере. Теперь я беру зубную пасту, любую.
И наношу на ноготь. Так, дальше берем уже старую зубную щетку и чистим ноготь. Мы же зубы чистим 2 раза в день, утром и вечером. Почему нам ногти не почистить, не сделать ту же самую процедуру? Во-первых, во многих пастах есть кальций, фтор, которые укрепляют эмаль зубную. Давайте ногти укрепим. И немного отбелим. И так проделываем со всеми ногтями. После того, как ногти почистили зубной пастой, надо их сполоснуть под краном. А можно сделать наоборот. Сначала почистить, а потом замочить ногти в воде с солью и витаминами. Ну вот, смотрите, ногти побелели. Значит, теперь что я делаю? Вот у меня есть пилинг скатка. Экспресс маникюр. Размягчает, отшелушивает. Тоже для грубевшей кутикулы и кожи рук. Можно воспользоваться им. У кого такого нет, скраб везде найдется. В любом магазине. Это скраб для лица. Если можно им чистить лицо, почему нельзя руки почистить? Вот такой есть скраб. Ну, это, тут читайте, на... Так. На увлажненные. То есть руки нужно сначала намочить. Такой же скраб для мокрых рук тоже. Вот в такой упаковке. Тоже очень интересный, я пробовала. Тут цветки ромашки, ромашковое масло. В общем, травы. Тоже на мокрые руки. Скраб наносите и чистите. Ну вот пилинг скатка. Его на сухие руки. Так, выдавливаем. И скатываем все. И огрубевшую кожу. Хотя вот я после душа и то... Но руки становятся, кожа рук такая душевная. Вот. Теперь помыть. То же самое проделать с другой рукой. Дальше что делаем? Вот я вам говорила о маслах, которые продаются в аптеках. Вот эвкалипт есть лимон, их очень большое разнообразие. Значит, если вы хотите использовать для ногтей, вы читайте, что оно дает. Разглаживает кожу тут, так, улучшает цвет. Смотрите, читайте, что это дает. Вот у меня есть лимон. Лимон, я знаю точно, укрепляет ногти и отбеливает. Сейчас покажу флакончик какой тут. Вот флакончик. Значит, берете кусок ватного диска, смачиваете и втираете. Либо этот, либо какой у вас будет. Вот. Масла, они всегда ногтям необходимы. Так, это я показала. Но недавно я нашла очень хороший препарат. Укрепляющий восковой крем-уход. Витамины есть, масло ши и всякого разного. Против слоящихся ногтей.
Вот эта вещь мне очень понравилась. Как я делаю? Так, чуть-чуть выдавливаем и втираю именно в ногти. Во-первых, ногти крепкие становятся. Вот. И так со всеми ногтями. Ну, после того, как обработала воском, я покупаю крем для рук. И обязательно, чтобы был для ногтей. Желательно, конечно, увлажнение. Кожа у нас сохнет. Все знают. Вот. Кстати, крема, если вы долго ими не пользовались, допустим, долго стоит, оно же вот так все оседает. Лучше, конечно, стряхнуть, перемешивать. Поскольку это крем для рук и ногтей, значит, ногтям еще у нас будет дополнительное питание, уход. Вот так помассировать. Втирайте крем, чтобы полностью впитался. Все, с одной рукой мы закончили. И можно переходить к другой. После того, как вы сделаете этот маникюр, вот по крайней мере, что-то мое, может быть, вы возьмете, что-то свое добавите, обработали вы ногти. Дайте им отдохнуть. Вы же косметику с лица смываете, у вас глаза отдыхают. Почему вы ногти красите каждый день, не даете отдохнуть им? Поэтому 1-2 дня лаком не пользуйтесь. Убирайте его. Пусть ногти отдыхают. Вы лучше лишний раз намажьте либо маслом, либо что у вас есть, и питайте ногти. Значит, прошел день-два. Теперь я вам расскажу, чем я пользуюсь. Опять же, у меня это швейцарские рецептуры. Вот есть такой 8 в одном. То есть не слоятся ногти, там еще там что-то. В общем, обещают много. Ну, крашу им первый слой. Дальше. Лак для ногтей выбираем на свое усмотрение, но все препараты эти обязательно перемешивайте. Причем перемешивайте вот в таком положении. Не так стряхивайте, а именно вот так. Так, накрасили лаком. Дальше. Значит, вот еще один восстановитель для ногтей с базовым покрытием. Вот такой есть. Ну, их там великое множество разных. Допустим, если у вас лак старый, вы его разбавили там разбавителем, еще чем-то, но он потерял блеск. Вот есть, ну, я тут сама наклеила, потому что коробку выкинула. Возвращение лаку блеска. Вот я заметила, лак блестит. Просто не передать словами. Как будто только что налили свеженький. Есть. Очень понравилось. Но это на тот случай, если вам блеска не будет хватать. И есть верхнее покрытие. Моментальная сушка. То есть вы лаком покрыли и сверху моментальной сушкой. И оно за минуту высыхает. Ну, конечно, там давить, если оно не выдержит, но, по крайней мере, очень даже вещь хорошая.
Что они тут пишут? Быстрое высыхание, превосходный блеск, восстановление маникюра, защита от излучения. Вот хорошая вещь, рекомендую. Так, и еще есть топ. Еще есть топ. Это верхнее покрытие, тоже на лак. Ну, не знаю. Вот если кто не знает, даже вот здесь иногда под этикетками, вот здесь пишут. Стойкое прозрачное покрытие. Вот. Стойкое прозрачное покрытие. Значит, есть они для гель-лаков, а есть для обычных лаков. И самое главное, чуть не забыла сказать. Когда вы красите ногти первым слоем, да даже и лаком, всегда край запечатываете. То есть вот так вот проходите и загибаете. Чтобы вот эта часть у вас была тоже покрыта лаком. Если вы не покрываете, он быстро обдирается. Стирается даже, можно сказать, стесывается. Вот. А когда покроете сюда, ну, подольше будет. Вот. Точно так же лаком покрываете, то есть мажете сверху, загибаете. Точно так же всеми остальными, чем вы будете пользоваться, и сюда. Ну вот и все. То, что меня просили. Единственное, что могу сказать, может быть, кто-то очередно сделает по-другому. То есть сначала делает одну, потом другую процедуру. И это уже дело ваше. Ну, я так вот, можно сказать, сумбурно рассказала. Как раз у меня время подошло уже снимать лак и дать ногтям отдохнуть. Вот. Ну вот, на этом вроде бы и все. Ну что, буду надеяться, что кому-то мой маленький урок пригодится. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.